Привет! С вами я, Наташа, и сегодня мы будем говорить о предложном падеже. Спросите, почему именно об этом? Потому что ко мне поступила вот такая просьба. Hey, could you make a video about prepositional case after all with a bunch of useful examples? No. Of course I can. Just sit down, relax and get ready to learn some Russian. Кстати, если у тебя тоже есть просьба ко мне, то не стесняйся, пиши в комментариях. Для тех, кто еще не знает, в русском языке всего есть 6 падежей. И предложный падеж – последний из них. Предложный падеж отвечает на вопросы «о ком» и «о чем». Кстати, предлог «о» имеет 3 варианта – «о», «об» и «обо». Я приведу вам примеры со всеми 3 вариантами этого предлога. Есть правила, которые объясняют, когда какой вариант предлога «о» нужно употреблять. Я не буду об этом говорить в видео, потому что я считаю это излишней информацией. Но если вам интересно, вы сможете почитать об этом в моем блоге. Ссылка появится внизу, когда статья будет готова. Я заметила, что когда я пробую придумать предложение, в котором существительное должно быть в предложном падеже, то в голову мне приходят все те же глаголы. Вот я и решила сделать вам список этих глаголов. Я надеюсь, что этот список хотя бы немного облегчит вам жизнь. Вот вы захотите сказать предложение с этим глаголом, и уже будете знать, что шансы велики, что после этого глагола или перед этим глаголом существительное будет в предложном падеже и с предлогом «о». Итак, список глаголов. Думать, подумать, задуматься. Я постоянно думаю о тебе. Я постоянно думаю о тебе. Я постоянно думаю о тебе. Подумай о своем здоровье. Подумай о своем здоровье. Подумай о своем здоровье. Я задумалась о своей жизни. Я задумалась о своей жизни. Я задумалась о своей жизни. Мечтать. Я мечтаю о красивом доме. Я мечтаю о красивом доме. Я мечтаю о красивом доме. Говорить, разговаривать, поговорить. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Мы разговариваем о работе. Мы разговариваем о работе. Мы разговариваем о работе. Я хочу поговорить о нашей семье. Я хочу поговорить о нашей семье. Я хочу поговорить о нашей семье. Рассказать. Расскажи мне о своем путешествии. Расскажи мне о своем путешествии. Расскажи мне о своем путешествии. Читать и почитать. Я читаю книгу о истории Европы. Я читаю книгу об истории
истории Европы. Я читаю книгу об истории Европы. Я хочу почитать что-нибудь о правильном питании. Я хочу почитать что-нибудь о правильном питании. Я хочу почитать что-нибудь о правильном питании. Писать, написать. Я пишу блог о русском языке. Я пишу блог о русском языке. Я пишу блог о русском языке. Он написал песню о любви. Он написал песню о любви. Он написал песню о любви. Беспокоиться. Не беспокойся о деньгах. Я плачу. Не беспокойся о деньгах. Я плачу. Не беспокойся о деньгах. Я плачу. Кстати, если вы не знаете, как правильно написать существительное в предложенном падеже, я оставлю вам ссылку внизу в описании. По этой ссылке вы можете сходить, просто писать там существительное и посмотреть, как оно склоняется по падежам. Это очень удобно, вам тогда не надо запоминать нам все окончания и так далее. Всегда можете просто взять и проверить. А сейчас я приведу вам более интересные примеры. Поехали! Я сижу на работе и мечтаю о своей теплой постели и мягкой подушке. Я сижу на работе и мечтаю о своей теплой постели и мягкой подушке. Я сижу на работе и мечтаю о своей теплой постели и мягкой подушке. Последнее время я все чаще мечтаю об отпуске. Последнее время я все чаще мечтаю об отпуске. Последнее время я все чаще мечтаю об отпуске. Ты должен задуматься о своем будущем. Ты должен задуматься о своем будущем. Ты должен задуматься о своем будущем. Расскажи кое-что о себе. Расскажи кое-что о себе. Расскажи кое-что о себе. Сейчас будет такой пример, который я знаю, что мужчины терпеть не могут этого предложения, этого вопроса, ну а девушки очень любят задавать этот вопрос. О чем ты сейчас думаешь? О чем ты сейчас думаешь? О чем ты сейчас думаешь? О чем идет речь? О чем идет речь? О чем идет речь? Вы слышали о новом учителе? Вы слышали о новом учителе? Вы слышали о новом учителе? О нем давно ничего не слышно. О нем давно ничего не слышно. О нем давно ничего не слышно. Вот еще одно предложение, которого
мужчины терпеть не могут. Я хочу поговорить с тобой о наших отношениях. Я хочу поговорить с тобой о наших отношениях. Я хочу поговорить с тобой о наших отношениях. Но, мужчины, вы можете отмазаться таким предложением. Давай поговорим об этом завтра, в другой раз, позже. Давай поговорим об этом завтра, в другой раз, позже. Давай поговорим об этом завтра, в другой раз, позже. Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. Я не знаю, что люди говорят обо мне, и не хочу знать. Я не знаю, что люди говорят обо мне, и не хочу знать. Я не знаю, что люди говорят обо мне, и не хочу знать. Я хочу поговорить о моей зарплате. Я хочу поговорить о моей зарплате. Я хочу поговорить о моей зарплате. Давай не будем говорить о работе. Лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Давай не будем говорить о работе. Лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Давай не будем говорить о работе. Лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Я вспомнила о тебе и решила позвонить. Я вспомнила о тебе и решила позвонить. Я вспомнила о тебе и решила позвонить. Я думаю о том, что мне нужно еще сегодня сделать. Я думаю о том, что мне нужно еще сегодня сделать. Я думаю о том, что мне нужно еще сегодня сделать. Я думаю о том, что я буду готовить на ужин. Я думаю о том, что я буду готовить на ужин. Я думаю о том, что я буду готовить на ужин. Перестань беспокоиться о том, что о тебе подумают. Перестань беспокоиться о том, что о тебе подумают. Перестань беспокоиться о том, что о тебе подумают. Не беспокойся об этом, все будет хорошо. Не беспокойся об этом. Все будет хорошо.
Не беспокойся об этом. Все будет хорошо. Родители беспокоятся о своих детях. Родители беспокоятся о своих детях. Родители беспокоятся о своих детях. Нехорошо так много работать. Подумай о себе, о своем здоровье. Нехорошо так много работать. Подумай о себе, о своем здоровье. Нехорошо так много работать. Подумай о себе, о своем здоровье. Этот фильм о любви. Этот фильм о любви. Этот фильм о любви. Это статья о спорте. Это статья о спорте. Это статья о спорте. О чем вы спорите? О чем вы спорите? О чем вы спорите? Перестаньте спорить о пустяках. Перестаньте спорить о пустяках. Перестаньте спорить о пустяках. Я очень рада с вами познакомиться. Я так много о вас слышала. Я очень рада с вами познакомиться. Я так много о вас слышала. Я очень рада с вами познакомиться. Я так много о вас слышала. Это все на сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, и я попробую ответить. Сохраняйте спокойствие и говорите по-русски. Пока!